На этой неделе в Испании объявили массовую легализацию. Будут выдавать документы абсолютно всем, кто находится здесь нелегально. Так, о чем же идет речь? После того, как приняли в Испании массовую легализацию всех иммигрантов, которые находятся в Испании нелегально, очень многие блогеры и адвокаты начали рассказывать о том, что абсолютно всем выдадут вид на жительство. Да, на самом деле государство Испании будет выдавать вид на жительство абсолютно всем, кто приехал в Испанию до 31 декабря 2025 года и находится здесь нелегальным образом. Несмотря на то, что в интернете очень много видеоинформации про то, что абсолютно все будут получать документы на основе массивной легализации, есть свои нюансы. А нюансы очень важные. Так, начнем с того, что для получения вида на жительство на основе этой массивной легализации вы обязаны доказать, что вы приехали в Испанию до 31 декабря 2025 года. Второй самый важный нюанс и второй самый важный пункт – это то, что вы должны доказать свою несудимость в своей стране и в Испании. То есть вы должны предоставить справку о несудимости из своей страны и из Испании. Поэтому сейчас во всех посольствах по всей Испании большие очередя, очень большой хаос, потому что люди рвутся просто в свои посольства, чтобы получить справку о несудимости. А также в государственных органах Испании сейчас большой хаос, потому что не успевают рассматривать все и не успевают просто обслуживать всех людей, которые приходят в течение дня. На самом деле всем кажется, что это огромный шанс, что испанское государство просто закроет глаза и на основе 2 справок выдаст абсолютно всем документы, но я вижу в этом кое-что особенное. А именно я вижу, что это путь для проверки всех нелегалов, которые находятся в Испании, потому что в Испании действительно очень много нелегальных иммигрантов, которые никак не могут оформляться, и которые, находясь здесь нелегально, работают и не платят налоги. Итак, что же решило испанское государство? На основе этого закона, который приняли на этой неделе, испанское государство хочет выявить абсолютно всех нелегалов, которые имеют какую-то судимость, может в своей стране, может в Испании, но полиция их не может найти. Испанское государство будет воспользоваться этим шансом для нахождения этих нелегальных иммигрантов. Как я указал ранее, вы обязаны доказать, что вы приехали в Испанию до 31 декабря 2025 года. А как вы можете это доказать? Если у вас есть виза, можете доказать это визой. Если есть печать на паспорте, также действует. Если у вас есть какие-то, может быть, договор аренды жилья, может быть, вы прописались, приехав в Испанию своим паспортом, не имея местных документов. Все эти документы действительны. После того, как вы нашли документ, который это доказывает, вам нужно будет предоставить также справку о несудимости своей страны. На самом деле все звучит достаточно легко, но большинство не думает, не понимает то, что больше половины нелегальных иммигрантов делают все в серую. То есть у них нет банковского счета, они получают и оплачивают все наличными деньгами. У них нет своих паспортов, либо же нет никаких документов, официальных документов, которые смогут доказать, что они приехали до 31 декабря 2025 года в Испанию. А также, если у них нет никаких официальных документов и никакой судимости, также не будет следов от этих людей в системе. После того, как объявили эту массовую легализацию, в Испании общество разделилось на 2 части. Люди, которые категорически против легализации такого количества мигрантов, а именно больше 500 тысяч легальных иммигрантов. И вторая часть общества, которая поддерживает это, думает о будущем Испании и хочет, чтобы все люди, которые работают нелегально, смогли работать легально и оплачивать налоги. Ведь налоги – это экономика страны и будет очень сильно повлиять на официальных налогоплательщиков. Так что, если вы находитесь на территории Испании, вы приехали сюда до 31 декабря 2025 года, и вы уверены, что у вас нет никакой судимости ни в своей стране, ни в Испании, и вы не сделали ничего плохого, о котором может узнать государство и депортировать вас из Испании, то, пожалуйста, подавайтесь и будем смотреть, как идет весь процесс, потому что
в течение процесса могут измениться правила игры, потому что очень большое давление на данный момент на государство. Правые партии и оппозиционные партии абсолютно категорически против этого процесса, и они давят через Европейский парламент, через Европейский суд и через Евросоюз на правительство, на нынешнее правительство Испании, чтобы отменили этот процесс, либо же ужесточили его. Буду дальше информировать вас о процессе, если будут какие-то изменения, буду выкладывать истории и видео в своем Инстаграм, а также на YouTube. Так что подпишитесь на меня, будьте в курсе всех иммиграционных новостей Испании. А именно сейчас это исторический момент, потому что Испания такую массовую легализацию последний раз сделала больше 20 лет назад. А принимать такое решение именно сейчас, когда почти вся Европа, она правая, она против иммиграции, это очень большой риск для репутации Испании. Так что будем смотреть, следить, что будет дальше происходить, какие изменения будут в самом процессе, и буду вас информировать. Спасибо за подписку и оставайтесь на канале, потому что очень скоро выйдет еще одно видео.